Ну что, утренний Дюнкерк выглядит не так романтично, тем более, что на небе немножечко тучки набежали. Но, тем не менее, вот эта главная площадь смотрится очень даже презентабельно. Спешат люди. И вот она, одна из достопримечательностей, велопарковка. В таком стиле сделана. Сейчас она так не смотрится, как смотрелась утром. А Дюнкерк сам, он 80-тысячный город. Если вместе со всеми пригородами, с агломерацией, то около 200. Это нормально так, по французским меркам. Ну, третий порт после Марселя и Гавра. Так что чего там говорить. И тут же, совсем недалеко, вот такая вот инсталляция интереснейшая. Ее разрушать, я так понимаю, не собираются. Вот это говорит о том, почему у французов держат первое место в мире по туризму. Вот, казалось бы, стеночка, разрушь себе и все. А нет, вот выстроили подпорки, держат и, наверное, будут восстанавливать, я так понимаю. Кстати, один из фактов, чем известен Дюнкерк, это как раз таки вот карнавалом, который я вам запечатлел. Я немножечко не успел, он закончился в феврале, но чем он примечателен, тем, что с окон домов в прохожих в карнавал выбрасывают копченую селедку. Я попробовал, если честно, ну и прикольно, как надо одеваться, чтобы испытать на себе прелести копченой селедки, да. Ну а все знают, конечно, Дюнкерк по операции, когда немцы прорвали фронт здесь после долгого противостояния, и 300 тысяч солдат спешно эвакуировались отсюда. Самая крутая операция по спасению армии, если можно так сказать. Сам город довольно просторный, это довольно необычно для Франции, хотя считается вроде как тоже французским, возможно, из-за разрушений, которые были во Вторую мировую, не знаю, но очень такой просторненький и при этом довольно чистенько относительно. Вот, и из неприятностей в районе этих всевозможных каналов, которые сюда ведут, запах не очень. Я ночевал сегодня в районе канала, в районе поликлиники, было не очень приятно. Запашок присутствует, да. Обратите внимание на остановку. Да, такое я видел в Париже в районе Мезон Бланш, но здесь исполнено намного лучше, я бы так сказал. И вечером, если еще есть подсветка, смотрится вообще шикарно. А мы вот туда идем, там прикольные церквушки. Да, у меня есть время, я хочу зайти в Красный Крест, он пока еще не открылся. Так как я ночевал возле поликлиники, то рано довольно встал, и теперь немножко можно прогуляться по Дюнкерку. Кстати, о дальнейших планах. Шикарные же виды, да? Широкие площади, большие, красиво. Ну и вот они, главные архитектурные достопримечательности города. Готический собор. Вот такая вот башенка. Отсюда, говорят, очень красивые виды. И вот еще немножко пройдем вперед, поближе, чтобы лицезреть вот это чудо. Очень необычно, очень необычно. Да. А пока приближаемся к этой величественности, расскажу немножко о том, чем зарабатывают дюнкерцы. Дюнкерцы, как их там зовут, да? 3 в основном вида. Туризм, конечно же, море, плюс спорт, конечно же. И здесь недалеко находится атомная станция, на которой, поговаривают, собираются пристраивать еще 2 дополнительных реактора. И в связи с этим ажиотаж на работу атомной станции здесь очень-таки большой. Как вам вот это произведение искусства? Монументально, мне кажется, да? И рядом, кстати, образчик современной архитектуры, современного искусства. Ну, на этом вот, кстати, смотрите-ка, яхта какая прикольная. На этом прогулку по Дюнкерку можно считать завершенной. Покажу еще одно здание, которое мне понравилось. Ну и двигаемся дальше. Я двигаюсь на юг, Дюнкерк, поворотная точка. 7 дней прохожу и потом возвращаюсь в Париж.
делаю свои дела, снова возвращаюсь на маршрут. Направление Страсбург. Главное не пересечь при этом какую-нибудь германскую или бельгийскую границу.